Алло, Жоржетта, включи телевизор. Грандиозный детектив. Что, сломался? О, как жаль. Тогда не вешай трубку, я тебе буду рассказывать. Это потрясающе. Только что кокнули любовника прямо в лоб. До этого поймали одну наркоманку с наркотиками. А знаешь, кто играет? Бельмондо, я его обожаю. А в это время к любовнице Монте-Карло прилетает японец. Красавец, высокий рост, низкий лоб, тяжелая челюсть. Ты таких любишь, похож на твоего Филиппа. Так вот, японец возвращается под утро и видит, что в спальне жены горит свет. Он притаился у подъезда, и когда любовник вышел, бац, ему прямо в лоб. Подъезжает машина, из нее выходят двое, похожие на итальянцев. О, он высовывается из окна, и плюмс, падает. Он разбивается. О, какая гадость. Да. А бандит, который за ним гонится, да, он жуткий типа мерзавец. О, алло, простите, это я не вам. Да, контора нотариуса Руше слушает. Что передать? Его нет. Странный голос. Ну так вот, бандит, бац, его в челюсть. Он упал назад, ударился головой о мраморную доску и умер. Но у бандита выпала из кармана зажигалка и упала на труп. А на зажигалке были инициалы ДС. Убийца исчез. Здравствуйте. Что вам угодно? Я Жак-Пьер Антуан. Мы бы хотели видеть... Мадемуазель Сюзанна, к вам месье Антуан. Вижу. День добрый, месье Антуан. Рада вас видеть. Как вы провели Рождество? Проходите, присаживайтесь. Вам здесь будет удобно. Вот здесь прошу. Подпишите 3 экземпляра вашего договора. Пожалуйста. Добрый вечер, мадемуазель. Мы с Ника... Что там нужно? Потерпи, Ника, мы сейчас уйдем. Прошу. Чтобы не видели крови на кинжале. Кто, кроме самых близких, мог знать о существовании этого кинжала? Прошу. Самое главное, что окна ее комнаты выходили на авеню Марс. На счастье. Лет 70. О, его играет Жан Габен. Душка. Я его обожаю. А ты? А вместе с ним... Виржиния, где ксерокопии 2 протоколов в офисе под залог на улице Маранье? Мне к вечеру нужно подготовить полное досье. Только быстро. Вы что-нибудь умеете делать быстро? Добрый вечер. Вечер добрый, мадам Саша. Добрый вечер. Добрый вечер. С наступающим. Вас также. Мэтр Роше встречался сегодня по вашему делу с мэтром Пуляром. Подождите его здесь немного. Мэтр Роше лично вручит вам документ. Документ. Убийство. Японцы стреляют. Он выпадает из машины и падает в стену. Да, контора нотариуса Роше слушает. А, месье Лоран. Минуточку. Да, 13:30, месье Лоран. Всего хорошего. Добрый вечер, месье. Лично я в насилие не верю. Если женщина сама не хочет, никто ее не возьмет. До встречи в новом году, месье Антуан. В конце завещания я желал бы, чтобы на моих похоронах играла музыка. А какие произведения вы предпочитали бы услышать? Я не очень. Что-нибудь на ваш вкус, мадемуазель. Легкое, воздушное. Пойдем, Микки. Ну, как мертвец. Умрешь от страху. Я чуть в обморок не хлопнулась. Ну, знаешь ведь меня. Чуть что, сразу бац! Мадемуазель Алиса, нельзя ли кричать потише? Из-за того, что она работает здесь 19 лет, она думает, ей все позволено. Может быть, нам сходить в кафе «Мювет»? Поужинать. Не знаю. Надо подумать. Спросить у родителей. Мадемуазель Виржиния. Благодарю. Девушку украшает скромность. Да. Это когда нет других украшений. Добрый вечер. Добрый вечер. Мэтр, вот я.
Да. Вот и я. Мадам Ташар, вот и вы. Документы оформлены. Оформлены. Вот ваш договор о сдаче в наем. Наем. Это мой чек. Отныне не ведите переговоров сами, а всех адресуйте к вашему адвокату. Вы находитесь под защитой. Значит, мне не нужно беспокоиться. Я уверяю вас, я знаю свое дело. О, Нет. Благодарю вас, я так слаба. Я только выполнил свой долг. В новом году я приду к вам. Зачем? Нет, нет. Все закончено. Я достаточно потратил времени на ваше дело. Нас с вами снова может свести только большое несчастье, которое, надеюсь, не случится. Но в новом году я приду к вам. В случае несчастья. Если буду здорова. Мое почтение. Завтра с 9 утра я занимаюсь ликвидацией имущества Гудри. Документы все подготовлены? Подготовлено, если не ошибаюсь. Я хотел бы, чтобы вы не ошиблись. Хотите, я посмотрю досье? Нет. Что вы хихикаете? В этом письме вы сделали 3 орфографические ошибки на 8, 11 и 18 страницах. Я перепечатаю страницы. Нет, не страницы. Все перепечатайте. Надеюсь, это научит вас чему-нибудь. Как вы ходите? Что на вас одето? Это что, мода такая? Вы здесь на службе, а не... Что, сейчас так носит? Если мода требует, и рога носит. Месье де Шаранс. Да-да. Вы должны поместить в кадастре сведения о разделе наследства Симоно. Хочу вам напомнить, что подобные документы подаются на бумагах 3 разных цветов. Я постараюсь. Придется постараться. Зачем вы мне это возвращаете? Там даты перепутаны. Ты не представляешь, что происходит. Они выбрасывают сыщика из окна, он разбивается. Потом убийца берет автомат и... трах-так-так-так-так-так-так-так-так! Все мертвы! Тише! Прошу вас, мадемуазель Алиса. Тише, тише. Тишина. Все свободны. Я буду работать еще час. Я сам запру контору. Мадемуазель Алиса, пожалуйста, позвоните моей жене и скажите, чтобы она была готова. Я едва успею подняться и надеть смокинг. Ну, вы же в смокинге, мэтр. А, да, я в смокинге. О, вы сегодня идете на премьеру в оперу. Мадемуазель Алиса, пожалуйста, скажите, что я едва успею заехать за моей женой. Пусть она ужинает без меня. Я не буду ужинать. Как же так? Вы должны подумать о своем здоровье. Вам надо есть. Хотите, я сварю вам кофе? Нет. А хотите, я схожу за сэндвичем? Нет, нет. Что вы уставились на меня, как соляные столбы? Сейчас 18:31. Убирайтесь отсюда. И не пытайтесь засчитать себе хоть 1 минуту лишнюю. Со мной этот номер не пройдет. Вы хорошо себя чувствуете, мэтр? Да, да! Что касается вас, мадемуазель Алиса, если вы еще будете использовать телефон в личных целях, я укажу вам на дверь. Жоржетта, наша обезьяна устроила разгон. Что-то с ним творится, какая-то муха его укусила. Так слушай, муж сестры этого наркомана узнал про мать толстой блондинки. Улавливаешь? Ага. Что? Да нет же. Да. И вот тогда он схватил нож и бум! Чао. Чао! Прямо в живот любовнику своей жены. Да. Господь взял ее 3-го любовника, а она взяла себе 4-го.
Что? Пришли укол делать? Ну ладно, не буду мешать. Пока, ага. Ау! Ладно. Конечно, количество лет не переходит в качество. Но будем надеяться. Твое здоровье. Вы позвонили, мадам Роше? Да, мэтр. Вы ей сказали? Да, мэтр. Всего хорошего. Всего хорошего, мэтр. До завтра. До завтра. А, понятно. До завтра, мэтр. Вы еще здесь? О, мэтр, Оставьте простите. меня, я просил вас, оставьте. Простите, но я не досказала конец. Это детективная история, Я шитая белыми сосредоточиться нитками. не могу, Одного мадемуазель зарезали, Алиса. другого придушили, Оставьте а меня третьего одного. подожгли. Я так хохотала, чуть в обморок не хлопнулась. А главное название фильма «Свидетелей надо прикончить». Ха! Каково, а? Мэтр, вы любите детективы? О, я обожаю. Это вы, мэтр? Не беспокойтесь, меня уже нет. Я улетучилась, улетела. А вы что-нибудь ищете? Документы? У вас что-то торчит. Кинжал. Мертвец в конторе. Мама! Полиция?
Есть тут кто? А? Не двигаться. Документы. На всякий случай всем здрасте. Алло, полиция, полиция, нож в спину, помогите, нож в спину, Я здесь. полиция, Я здесь. Добрый вечер. добрый вечер. Что случилось? Это ужасно, нож в спину. Очень больно. Покажите спину. Покажите. Слушайте, а зачем? А ножа нет. Ножа нет. Так вы не поняли, я не жертва, я свидетель, свидетель номер 1, понимаете? Нет, просто вы так лежали, как труп. Ну так я женщина чувствительная, я упала в обморок. Ну, извините, мадам, я же... Мадемуазель. Тем более. Да. А где труп? Труп там. Ой. Здесь трупа нет. Как нет? Ну, нет, нет. А? Он ведь был здесь. А? Он лежал на столе. Он лежал вот. Руки не надо. Да. Между прочим, вызов полиции без основания по тарифу. Сейчас. Это 2 дня тюрьмы. Без основания? А вы считаете, что я не должна была вызывать полицию, когда увидела своего патрона вот с этой штукой в спине? Будете разбираться с инспектором. Пожалуйста, моя совесть чиста. Вы даже не представляете, что он с вами сделает. Он вас сотрет в порошок. Он лежит больной. У него высокая температура, его подняли с постели. Он весь мокрый. Мокрый? А при чем тут я? Ну вы же вызывали полицию. Я? Вот так вот. Отвечает тот, кто все заварил. Я вызвала полицию после того, как увидела это. Что это? Труп. Так. Что это такое? Интересно. Ну-ка. Может, повидели 2 или 3 покойников, а? Слушайте, перестаньте грубить. С меня хватит, я ухожу. Стоять! Не трогайте меня! Так, вот это уже сопротивление. Это попытка к бегству. Это по тарифу 8 дней тюрьмы. Моя милая. Вот так. Я не ваша милая! Так. Наглец! Вот это уже оскорбление. При исполнении. Это по тарифу... Ну, здесь не написано, это 2 месяца тюрьмы, а может быть и больше. Послушайте, что вы меня пугаете? Тариф. Давайте сразу скажите, пожизненная каторга и все тут. Не будем больше к этому возвращаться. В любом случае, до прихода инспектора я с вас глаз не спущу. Куда? Сидеть! Если так каждый по любому поводу захочет звонить в полицию, знаете, что начнется? Чтоб я еще когда-нибудь увидела труп. Ну ничего, железный лоб вами займется. Кто это? Железный лоб. А вот это вас не касается. Совсем. Вообще, это прозвище моего инспектора. У него что,
Голова железная. Нет. У него воля железная, нервы железные, характер стальной. Вообще самый страшный инспектор в криминальной полиции. Слушайте, а может не надо, чтобы он ехал, а? Ведь он больной. Больной должен лежать в постели. Вы не знаете этого человека. Для него служба – это все. Он может быть вдрызг болен, все равно приедет. Вы же не знаете, почему он болен? Он вчера ловил фальшивомонетчиков на набережной Сены. Они схватились на самом краю. Народ собрался, потасовка такая началась. Ну, 2-3 ловких приема, но они бухнулись в воду, короче. Ну, естественно, фальшивомонетчика арестовали, а железный лоб он заработал орден и бронхит. И лоб у него проржавел. Теперь в этом состоянии он едет сюда, чтобы полюбоваться вашим любовником. Кем? Пардон, мадам, покойником. Мадемуазель. Тем более. Ну, в общем, я не хотел бы быть на вашем месте. Честно вам скажу. Ну, что я должна была делать? Ну, как минимум, не давать ему смыться. А мне никто не говорил, что я должна сторожить этот... Да и кто мог подумать, что человек с ножом в спине захочет подышать свежим воздухом? Ну, в общем, да. Помогите мне. М? Может, выпьем? По глоточку. Подкуп должностного лица при исполнении по тарифу По глоточку. по глоточку. Угу. Давайте. Ага. Господин инспектор, сюда! Привет, Макс. Твое дежурство? Как ваше здоровье? Хуже некуда. Если бы мне сказали, что я умер, я бы не удивился. Убийство хоть стоящее, где труп? Исчез. Как исчез? Улетучился. Чертов осел, объясни толком. Это пусть вам дама объясняет, которая полицию вызывала. Мадам! Добрый вечер. Ну так что, ваш мертвец привидение? То есть, Молчать! Ваши документы, мадам. мадемуазель, Мне на это наплевать. будьте здоровы. Я приготовлю вам грог. Документы, документы. Пожалуйста. Возьмите. В чем дело? Дело в том, что мы знакомы. Рири! Спокойно, мадемуазель. Спокойно. Рири Гранден! Алиса Постик. Читать я, мадемуазель Постик, умею. Ай, мир тесен! Улица Мартир, компания Лебрена. Нет, ты помнишь, как мы риски воровали, а? У месье Дюбуа. А он стоял на стреме. Потом, когда я узнала, что он стал полицейским, я так хохотала. В ваших воспоминаниях разберемся после. Сейчас важны не риски, а вызов полиции, насколько я понимаю, без оснований. Ужасный характер. Недаром тебя прозвали Железный лоб. Что? Кто он сказал? Максимен, расскажи-ка мне... Не-не-не, Максимен не в курсе. Послушай меня. Во-первых, я вижу своего патрона метра Руше, заколотого кинжалом, как тебя сейчас. Во-вторых, звоню в полицию. В-третьих, падаю в обморок. В-четвертых, прихожу в себя. В-пятых, трупа нет. В-шестых, все. Все. А как вы объясните это исчезновение? А никак. Я не объясняю, я констатирую. Максимен, обыщи все комнаты.
что касается вас, мадемуазель, допустив на 1 секунду, что вы сказали правду, идите... Минуточку, минуточку. Покажите мне, где лежало тело, если оно вообще лежало. Как же оно не лежало, когда оно лежало вот здесь, вот так, вот так, вот так! А сейчас нет, нет и нет! А? Смотри, кровь! Черт побери. Ну, это же красные чернила. Вы стучали по столу и разлили чернила. Ловко. Я? Это ты стучал? Я? Ты! Куриные мозги! Железный лоб! Будь здоров, будь здоров. Ну до чего же ты себя доводишь? Подожди. Ой, липовый чай тебе сделаю, и все будет в порядке. Ну, что? Ревишек, такую встречу, конечно, надо обмыть. Господин инспектор, в кабинете никого нет, я там посмотрю. Опасно так сморкаться. Может сосуд лопнуть. А самый верный способ, чтобы кровь не шла из носу, это холод к спине. Руки! Уберите эту вашу пуколку и продолжайте обход. Я лечу инспектора. А ты совсем не изменился. На улице Мартир ты кричал громче всех мальчишек. Недаром тебя взяли в полицию. Господин инспектор, никого нет. А я прекрасно знаю. Я была последней. Я... Давай, давай. А кто-нибудь мог войти? Не думаю. Хотя утверждать не могу. В обмороке очень трудно что-либо увидеть. Позвоните домой вашему патрону. Прекрасная мысль. Вызываю. И узнайте, Да. не смотрит ли он сейчас спокойно в халате телевизор. Да. И если да, Да. то я вас везу в Шарантонскую тюрьму. О, мерзко. Алло? Алло, мадам Руше? Добрый вечер, мадам. Да, мадемуазель Пустик. Спасибо, хорошо, мадам. А как вы? Наверное, прихорашиваетесь перед премьерой. А что сегодня дают? Кармен. О, меня не любишь, но люблю. Так берегись любви моей. Да, мадам. Нет, дело в том, что ваш муж, мэтр Роше, он уже готов? Нет? Она ничего не знает, она его ждет. Да? Да, мадам. А с кем я разговариваю? О, это один полицейский, мадам. Да. Дело в том, что произошла маленькая неприятность. Да, и знаете, вашего мужа... Да, мадам, минуточку, не вешайте трубку, мадам. С вами будет говорить мой лучший друг Рири Гранден. Мадам, инспектор Гранден из криминальной полиции. Прошу великодушно извинить за причиняемое беспокойство. О, какой Версаль. Мадам, в конторе вашего мужа происходит нечто странное. Дело весьма сложное, я бы сказал, деликатное. О да, признаюсь, если вас не затруднит прийти сюда, вот именно. Честь имею, мадам. Что? Она сейчас придет.
Котеночек, тебе надо пропотеть. Ну, Риришек, не дергайся. Поверь мне. Ты выздоровеешь и станешь как молодой тигр. Ну, а сейчас ты похож на старого мажа. Господин инспектор, никого. А, Максимен, свяжись со служащими конторы и пригласи их вернуться сюда. Срочно. Ну? Мадемуазель, простите, а где у вас список сотрудников конторы? На столе. Рассказывайте мне все с самого начала. И не мельтешите, у меня рябит в глазах. Сначала так сначала. Я родилась на бульваре Сен-Мишель, в доме номер 7 на 3-м этаже. Прекрасное майское утро. Но вскоре мои родители переехали на улицу Мартир. Про вашу молодость я уже наслушался. Знать не хочу, мадемуазель, были мы знакомы или нет. Как это неприлично с твоей стороны, Рири, что ты никак не хочешь меня вспомнить. А я так гордилась, когда видела твои фото в газетах. Я всем говорила, это Рири Гранден, мой старый друг. Еще моя мать шила платье его матери. Что вы говорите? Да. Так вы дочка Маргариты Постик портнихи? Наконец-то. А? Сколько же лет прошло с тех пор? 100. Слушай, я же не спрашиваю, какая у тебя зарплата. Ну да, простите. Да. Лили Постик. Лили Постик, Рири Вся Гранден. моя молодость на Монмартре. А выражение вашего лица совсем не изменилось. У тебя тоже. У вас были длинные русые косы. Я их отрезала. Какая у тебя была шевелюра. Я ее растерял по дороге. Подумать только. Если бы не этот труп, мы бы с тобой не встретились. Да, кстати, вернемся к трупу. Скажите, пожалуйста, а может быть вас разыграли? Нет, это был мэтр Роше. А такие шутки не в его характере. Который был час, когда вы увидели труп? 6:30. Без 27. Какие у вас здесь обязанности, мадемуазель Постик? Телефонный коммутатор, справочное бюро. И вообще я здесь работаю уже 19 лет. До мэтра Роше здесь был мэтр Галифор. И если бы я захотела, то теперь бы была вдовой нотариуса. Вы закоренелый холостяк, мадемуазель Алиса? Или были другие причины? Ну, знаете ли, мэтр Галифору было 60 лет, а мне всего 22. Тогда мне казалась жизнь прекрасна, замужество. Это сказка, мираж в пустыне, дворцы с пальмами, верблюды. Но потом я поняла, что дворцы с пальмами исчезнут, и останется один верблюд. И я ему отказала. Вы, наверное, слишком разборчивы. Когда хотят жениться, то надо это делать, но с закрытыми глазами. Спасибо. Со мной такое уже проделали с закрытыми глазами. Да? Представьте себе. Ночь, пляж, Ницца. Красавец, брюнет с усами. Закройте глаза, говорит он мне. Я закрываю. И вдруг... Блюнц! Меня в воду вырывает сумку и исчезает. Пей лучше свой настой и перестань улыбаться. А жены у тебя были? И дети тоже есть? Но я их всех уже выдал замуж. Ну, хватит, поговорили. Где мой блокнот? Вот именно. Не будем отвлекаться. Где вы живете, мадемуазель Постик? Ты можешь называть меня Лили. Нет, потому что я не хочу, чтобы вы меня называли Рири. Хорошо, Рири. Так ваш адрес, мадемуазель Постик. В этом же доме. На 1-м этаже слева направо. Вы живете в этом же доме? Невероятно. Почему?
Я переехала сюда 12 лет тому назад. Послушай, в чем ты меня подозреваешь? Ты думаешь, я переехала для того, чтобы убить своего патрона? Жить там, где работаешь, моя мечта. Я ведь совсем не бываю дома. Тоже мне мечта. Квартира со всеми неудобствами. Дом принадлежит конторе. Я в рабстве. Прихожу первая, ухожу последняя. И каждый раз, когда нотариус прибавляет мне жалование, домовладелец, он же, увеличивает квартирную плату. В каких отношениях вы были с мэтром Роше? В обычном. Как с патроном и как с домовладельцем. То есть? Слушай, Рири. Инспектор! Хорошо. Инспектор. Так вот, мэтр Роше не был, что называется, приятным человеком. Но со мною он всегда держался корректно, потому что я – это я. Я дозвонился мадемуазель Бриссар. Мадемуазель Ренуар еще не вернулась, а у мсье де Шаранса никто не отвечает. Послушайте, а ведь они собирались после работы в кафе «Мюэт» напротив метро. Мне что, бежать туда? Мигом. Но особенно ничего не рассказывай. Вам сказали мигом. Понял. Чего вы стоите? И прикройте, пожалуйста, дверь. У Рири такой бронхит. В чем дело? Риришек, в память о нашей дружбе. Ну, скажи откровенно. Мадемуазель Постиг, я стараюсь быть с вами терпеливым, учитывая наше детское знакомство. Ничего себе детское. А когда ты вернулся из армии, помнишь, как мы ходили танцевать в кафе «Синий страус»? Потом была драка. Из-за меня. Послушайте, мы так никогда не закончим. И не найдем вашего бродячего покойника. Отвечайте на мои вопросы кратко и четко. Да или нет, ясно? Да. Мсье де Шаранс. Нет. Что нет? Да. Рубер, наш клерк, очень милый, любимец наших дамочек. Мадемуазель Сюзанна. Бриссар. Личный секретарь мэтра Роше. Личный. Так-так. Нет, совсем не так-так. Ничего общего с так-так она не имеет. Сухарь. Сколько лет? 34. Мне не хочется о ней говорить плохо, но выглядит она на все 35. Невероятная разница. Представь себе, да. Я между 34 и 35 годами прожила 10 прекрасных лет. Не будем отвлекаться. Сухарь. Ее личная жизнь. 0. Пустота. Платоническая любовь к мэтру Роше. А он? Нет. Возраст? Ну, он не так уж молод, чтобы ухаживать, но не настолько стар, чтобы волочиться. Его жанр – цыпочки. Вроде Виржинии. Виржиния Ренуар. Цыпочка. Профессия? Машинистка. Поступила полгода назад. Можешь не записывать, у нее на лице все написано. Умазала. Констатировала. Что еще вы мне можете сообщить об окружающих? Ничего, я все сказала. Итак, это мне дает 5 крепких подозреваемых. Клерк, 2 секретарши и вдова. Ну, это 4. С вами 5. Ах, вот как. Спасибо.
Спасибо. Вот что значит помогать следствию. Прошу вас. Не железный лоб, а дама с камелиями. Соедините меня. Минуточку. Положи под язык. Это бельгийская. Спасибо. 1,7. Алло? Что такое? А, это нафталин. Выплюнь. Алло? Так, минуточку. Подумаешь. Мог бы проглотить. Алло, криминальная полиция, это Гранден. Спасибо великолепно. Соедини меня с картотекой. Алло, Жорж, Гранден. Вяжите. Нет, не тебе. Для сваренного рака все худшее уже позади. Послушай, посмотри, нет ли у тебя чего-нибудь о следующих лицах. Диктую. Мэтр Роше. Имя. Алиса. Да не ваше, а мэтр Роше. Вот его и спроси. Поехали дальше. Клара Роше, Робер де Шаранс, Сюзанна Брессар, Вирджиния Ренуар. Головоломная история с трупом-невидимкой. Да нет, главный свидетель мне кажется честным и правдивым. Но ты прав, посмотри, чистая ли у нее карточка. Алиса Постиг. Иногда ведь получаешь и сюрпризы. Вот одна дурная извилина портит тебе всю голову. Теперь вот еще что. Я пошлю тебе сукно со стола на экспертизу. Проверь, кровь или чернила. А может быть и то, и другое. Потому что убитый, падая, мог опрокинуть чернила. И последнее. Организуй розыск в Пасси. А вдруг там найдут труп нотариуса Роше. Да, убийца мог унести труп, чтобы замести следы. Если что-нибудь узнаешь, звони в комиссариат. А у меня здесь пока голова раскалывается от трескотни. Салют. Благодарный. Чтобы тебе помочь, я выкладываю все, что знаю. А ты трескотня. Ну ладно, ты у меня поплатишься. Я знаю одну очень важную вещь, но тебе не скажу. Мадемуазель Постиг, предупреждаю. Сокрытие улик и неоказание помощи следствию 2 месяца тюрьмы. Алиса, помогите мне, пожалуйста. Хотя бы в память об улице Мартир и о синем страусе. Открой мне свой секрет, Лили. Когда ты говоришь мне, Лили, и на ты, я таю. Дурочка я. Ну так и быть. Внимание. Куда вы? Мадемуазель Постиг, не вздумайте вообразить себе не весь что. Только из-за того, что я один раз по неосторожности назвал вас на «ты». И не забывайте, что я больной, нервный, а как полицейский беспощадный. Руки вверх! Железный лоб. Что за шутки? Ну как вы сюда вошли? Думай, инспектор, думай. Есть скрытая Дверь! из коридора.
Нет! Да! Ум мощностью в 2 лошадиные силы. Ну почему вы мне раньше не сказали? Хотела сделать тебе приятный сюрприз. Я не люблю сюрпризов. Кстати, Рири. Послушайте, давайте в конце концов договоримся. Называйте меня все-таки инспектор. Хорошо, Рири. Когда я буду вести допрос, я хотел, чтобы был слышен только мой голос, не ваш. Хорошо, инспектор. А, кстати, почему ты в твоем возрасте и только инспектор? Ну, ты же знаешь наши порядки. Кто не работает, того не едят. А я работаю, как вол. Не занимаюсь интригами, не ловлю рыбку в мутной воде. А вчера в сене кого ловил? Добрый вечер, мадам Роше. Добрый вечер, мадемуазель Алиса. Что случилось? Видите ли, убийство, мадам. А он жертва? Он? Что он, полиция? Но кто убит? А, Мадам, я инспектор. извините, мадам, у него инфлюенса. Сиди, я скажу. Здесь нужна женская деликатность. Мадам. О, какая прелесть. Писец, мадам. Вашего мужа зарезали. Очень даже может быть. Так вам кофейку или капельки? Ну, оставьте меня. Боже мой. Ну, где же он? Да, где же он? Где же он? Где же он? Где же Мадам, я на минуточку отключилась, и бац, трупа нет. Я хочу вас спросить, мадам, с тех пор, как вы стали... Не двигайся, тебе надо пропотеть. А я, как свидетель номер 1, задаю вам вопрос. Когда вы последний раз видели вашего мужа? Тихо! Вопрос не задаю я. Мадам, я хочу вас спросить, когда вы в последний раз видели вашего мужа? Наглец, присвойте мой вопрос. В каких отношениях вы были с вашим мужем, мадам? В дружеских. Скорее в прохладных, без всяких историй. У моего мужа энергичный характер, не склонный к сантиментам. Мы давно друг другу не задаем вопросов о том, как каждый из нас проводит время. Это упрощает все. Почему вы в вечернем платье? Мы собирались, например, в оперу. Я ждала мужа. Кого из тех, кто знал вашего мужа, вы считаете его врагами? Да всех. Объяснитесь, мадам Роше. У моего мужа было много недругов. Он всегда был воинственно настроен, требователен и придирчив. По свидетельству мадемуазель Алисы, преступление могло состояться между 18:35 и 18:40. Где вы были в это время? Дома. Мадемуазель Алиса как раз мне звонила с тем, чтобы предупредить, что мой муж задерживается. Вот как? Мадемуазель Алиса? В котором часу вы звонили мадам Роше? Это было ровно в 18:25. Это точно. Но вообще-то, мадам, вы живете очень близко отсюда, да? Да. На улице Мужар. Сколько минут вам нужно, чтобы дойти от вашего дома до конторы? Ну, четверть часа. Минут 10. А если быстрым шагом, минуты за 4. Простите, но я никогда не ставила рекордов с секундомером в руках. Если же вы намекаете на то, что я могла сюда прибежать... О нет, мадам, я прикидываю. Что вы делали между 18:25, когда вам позвонила мадемуазель Алиса, и 18:40, временем преступления? Может быть, к вам заходила какая-нибудь
приятельницей или вы разговаривали с прислугой? Нет, я была в своей комнате, отдыхала. Одна? Да. Жаль. У меня на лице была маска. Обычно на такое зрелище гостей не созывают. Вы знали о существовании маленькой двери, ведущей из коридора прямо в кабинет вашего мужа? Как все? Ею часто пользовались? Иногда муж принимал клиентов, которые не хотели друг с другом встречаться. Ну, знаете, при дележе наследства, там, разводах и... Ну, бывает так сложно. У кого ключ от двери? А, он был всегда в кабинете мужа, висел на гвоздике за дверью. Сейчас посмотрим. И не двигайтесь. И приказываю вам обеим хранить молчание. Это ужасно. Да, это ужасно, когда нельзя и слова вымолвить. Мадемуазель Алиса, мне бы хотелось... Ключ я нашел, но открыть не могу. Я вас очень прошу, если это возможно. Не рассказывайте эту глупую историю, которая произошла между мной и мужем несколько дней тому назад. Интересная новость. С наружной стороны в замок был вставлен ключ. И ключ совсем новый. 2 ключа. Стало быть, кто-то проник в кабинет мэтра Роше прямо из коридора. Но откуда этот новый ключ? Убийца, наверное, мог забыть его. А мог и специально оставить, чтобы направить нас по ложному следу. Я хочу знать правду. Где мэтр Роше? Со мной сейчас будет истерика. Мадемуазель Ренуар, успокойтесь. Что? Ренуар? Я мадемуазель Сюзанна Бристан. О, И прошу простите. не путать меня с этой распутницей. А мадемуазель Ренуар распутница? Да, интриганка. Я много не знаю, я вам все расскажу. И об остальных тоже, обо всех. Я сумею отомстить за мэтра Роше. Мадемуазель Бриссар, успокойтесь. Может быть, вы чего-нибудь выпьете из запасов мадемуазель Пастик? Пьяница, как мадемуазель Пастик. Что? Я пьяница? Это она нарочно, чтобы напугать меня. А я не пьяница, я сердечница. Истеричка! Змеиное жало. Церковная крыса! Очкарик! Сухарь в шляпе! Убийца. О, Господи! Куда я дел мой блокнот? Извините, вы сидели на моем блокноте. Дура. Мадемуазель Бриссар, вы были с вашим патроном в хороших отношениях? Чудесных, великолепных. И пусть кто-нибудь посмеет возразить. Очаровательный человек. Умница. Джентльмен вплоть до этих ваших отпечатков пальцев. Я не могу поверить. Вы от меня что-то скрываете. Где его тело? Мы вернемся к этому вопросу позже. Лучше скажите, где вы были ровно в 18:35? На улице. Я всегда хожу пешком домой по совету доктора для нервов. Я живу не помню, на набережной Гренель. Вы никого не встретили по дороге? Нет, я никогда на улице ни с кем не разговариваю. Очень жаль. Потому что для алиби он оказался бы... Прежде всего хамом. Скажите, были ли у мэтра Роше враги? О, увы, да. Ой, простите. Ничтоже тьма. Все завидовали силе его личности. Потому что мэтр Роше всегда дуракам в лицо говорил все, что он о них думает. Какой добрый, какой справедливый. Он мне на день рождения подарил такую коробку конфет. Я вам сейчас... По вашему мнению, мадемуазель Бриссар, кто настолько ненавидел мэтра Роше, чтобы... А? А далеко ходить не надо. Спасибо. К вашим услугам, мадам. Но почему вы себе позволяете? Потому что никогда
не любили своего мужа. Ну что ж, мадемуазель, значит, вы его любили за двоих? Да, то есть семья была разбита вдребезги. Я бы хотела сделать заявление. Мадам Роше имеет любовника. Бац! Первый раунд 1-0. Гнусная клевета. Впрочем, это не имеет значения. Что за источник? Мадемуазель Бриссар по уши влюблена в моего мужа. Он мне 100 раз об этом рассказывал. Это у нас всегда было поводом для шуток. Что касается конфет, я должна вас разочаровать, мадемуазель. Дело в том, что это засохшая коробка, которую нам каждый год присылает наша родственница из провинции, ставшая в старости до неприличия скупой. Так вот, чем выбросить? Бац! 1-1. Да замолчите вы, наконец. Я петлю считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мадемуазель Бриссар, раз начав, вы должны идти до конца. Поэтому назовите мне имя любовника мадам Роше. Это предположение или уверенность? Я это и на суде скажу. Каждый от меня получит. Каждый. Что вы на меня так смотрите? А потому что вы не выносили мэтра Роше больше, чем другие. У вас с головкой все в порядке, а? Это у вас не в порядке. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Понятия не имею. В прошлом месяце патрон увеличил квартирную плату, а жалование увеличить отказался. Что они друг другу наговорили? Она пришла в ярость. Ложь! Я была при этом. Повторите, как вы ему угрожали. Повторите. Я просто ему сказала, как бы мне хотелось, чтобы вас подкараулили в темном переулке и трахнули кирпичом по голове. Я ему не угрожала. А вы? Где были вы в 18:35? 18:30. Здесь. С кем? С убитым. А, вот она тебя и выдала. Виви, не думаешь ли ты, что я зарезала своего патрона, потом сама же позвонила в полицию, потом сама же упала в обморок, и все это для того, чтобы немножечко поразвлечься? Между прочим, мы с таким уже встречались. По делу с улицы Лувр первым свидетелем проходил убийца. Виви, как ты можешь? Друг детства. Мэтр Роше был такой прекрасный человек. Боже мой, какой ужас. Как это все нелепо. Как это ужасно. Все. Водопад. Так, Вселенский потоп. Кого оплакиваем? Месье де Шаранс? Да? Добрый вечер. Я инспектор Гранден из криминальной полиции. Один единственный вопрос. Что вы делали с той самой минуты, когда вышли из конторы, и до той минуты, когда мой сотрудник нашел вас в кафе? Ну, я поменял колесо у машины, сходил в ларек за сигаретами, ну и потом Нет, извините, я еще заехал домой переодеться. Сколько времени вы здесь работаете? Ну, уже где-то 2,5 года. Да. Вы пришли в день Святой Алисы, и с тех пор в этот день всегда дарите мне цветы. Кажется, все дамы вам симпатизируют здесь. Ну, как видите, нет. Месье де Шаранс, вы уважали мэтра Роше? Я обязан говорить правду? Я его ненавижу. Здесь все его ненавидят. Извините, мадам Роше. Инспектор, это относится только к случаям конторы. К мадам Роше это никак не относится. Я? Я его ненавидела?
Жалкие людишки! Почему вы не верите в благородные чувства, которые я питала к мэтру Роше? Почему? Да потому что этого быть не может. Мэтр Роше внушает благородные чувства. Господи, я сейчас умру от смеха. Вы ненавидели его смертельно. Я ненавидел его непроизвольно. И могли бы убить его непроизвольно. Ну что, инспектор, убить? Мэтр Роше убит. Инспектор, это плохие шутки. А я и не шучу. Кажется, мэтр Роше ожидал клиента. 18:30. Стойте. Я же записала в книгу. Так и есть. Месье Ван Берг, голландец. Вы знаете, кто этот Ван Берг? Нет. Он со мной как-то странно разговаривал. Я даже думала, что кто-то меня разыгрывает. Фальшивый акцент. Фальшивый акцент? А может быть и фальшивое имя? Очень может быть. Позволю себе надеяться, что между вами, месье де Шараз, и мэтром Роше не было недоразумений профессионального порядка. Никогда. И я требую, господин инспектор, чтобы мои книги отчетности были проверены экспертом. Хорошо, хорошо. Проверим. Мне сейчас важно другое. Простите меня, но вас считают очень близким другом мадам Роше. Очень близким? Нет. Но я знаю, откуда брошен камень. Совершенно верно. Я никогда... Напрасно мадемуазель Бриссар трубит повсюду о нашей связи с мадам Роше. Я был бы счастлив. Я ее люблю. Но, увы, это не так. Я вас разочаровал? Я никогда не говорю без доказательств, и поэтому я должна сделать заявление. Мэтр Роше нанял частного детектива, чтобы следить за своей женой. Он мне сам об этом сказал. И по выражению его лица я поняла, что данные, которые он получил, более чем пикантные. Значит, наш уважаемый мэтр Роше бегает по городу, следит за своей женой. Но об этом почему-то знает только мадемуазель Бриссар. Я знала. О, вот видите? И вы молчали? Ну так у тебя же голова раскалывается от моей трескотни. Я вам приказываю молчать, когда вы трещите языком впустую. Но я вам приказываю говорить, когда вы молчите. Вместо того, чтобы сказать что-то, что надо сказать. И о чем вы молчите? О, Рири, ты сказал что-то настолько сложное, что я не поняла. Единственное, что я могу вам рассказать, это как мэтр Роше выслеживал свою жену. Аудитория у ваших ног. Насладитесь. Это ваша коронная ария. Итак, неделю назад сюда пришел один тип. Мэтр Роше вышел с ним в холл. Они о чем-то шептались, но я не могла понять, о чем. Потом он передал мэтру Роше бумагу. Мэтр Роше прочел ее, покраснел как рак, скомкал, бросил в корзину, вошел в кабинет. Все. Продолжайте.
Это был отчет о выполненной работе. Полный распорядок дня мадам Роше в напечатанном виде. А откуда вы узнали, что в напечатанном? М? Вы сами признались. Вы подобрали этот листок и прочли. За кого ты меня принимаешь? За того, кто способствует торжеству правосудия. А еще больше за того, кто не хочет провести месяц в тюрьме за сокрытие важных улик. Все мне угрожают тюрьмой. Какая-то мания. Ну, что было в бумаге? В общем, я бросила взгляд, так, мельком. Это было какое-то агентство, не помню какое. А в тексте говорилось, что мадам Роше делала то-то и то-то, ничего подозрительного, кроме того, что 3 раза в неделю в обеденное время она ездила на улице Гобелен, 19. А из вас кто-нибудь проживает на улице Гобелен в доме номер 19? Он. Каждый человек где-то живет. Я же вам сказала, это он! Он! Спокойствие! Спокойствие. Мадам Роше, скажите, вы ездили к мсье де Шарансу? Да. Но вывод, который вы делаете, абсолютно ложный. Неужели? Тогда просветите меня. Я ездила домой к месье де Шарансу, но с ним самим не встречалась. Вы хотите сказать, что у него вы встречались с другим? Вот именно. С кем? Со своей старой школьной подругой, которую мой муж терпеть не мог и не разрешал мне ее видеть. Вы! Тихо! А вы знали о подозрениях мужа? И особенно о его слежке? Я знал. Он мне устроил сцену. И вы сказали ему правду? Что вы только давали крышу? Нет, зачем? Я заверил его, что его жена попросила меня подыскать ей секретарь 18 века. У меня хобби, я хожу по антикварным магазинам, по распродажам. А она хотела сделать приятный сюрприз мужу. И он вам поверил? Не уверен. Он был груб, но не глуп. И он не указал вам на дверь? Мэтр Роше был человек дела, а я ему был полезен в работе. Я даже подумал, может быть, его устраивает, что у его жены любовник. Какие мерзости вы говорите. Вы, кого он научил работать, кого всегда вручал деньгами, кого смотрел на своего преемника. А вы когда-нибудь встречались со школьной подругой мадам Роше? А? Нет, никогда, и абсолютно не знаю, кто он такая. Я оставлял ключ в почтовом ящике. А когда возвращался, находил его на старом месте. Я вынужден, мадам Роше, попросить вас назвать мне имя вашей школьной подруги. Я отказываюсь. В правосудии, мадам, лучше не шутить. Все всегда узнается. Все записано в нашей великой книге. А там записано, что тебя забрали в полицию после драки в синем страусе, а? Опять вы. Господин Гранде! Мадемуазель машинистка. Что за история? Кого-то разыграли? Я инспектор Гранден из криминальной полиции. Мэтр Роше убит. Значит, завтра не работаем? Однако, мадемуазель Виржиния, у вас не слишком удрученный вид. А почему у меня должен быть удрученный вид? Я знала, что рано или поздно это должно было произойти. Он водился с такими девицами, что... Мадам, простите меня, я не видела, что вы здесь, мне очень жаль. Не жалейте. Мадам Роше не огорчается. Здесь никто не огорчается. Все довольны. Мадемуазель Виржиния, в каких отношениях вы были с вашим патроном? В отвратительных. У него руки всегда всюду лезли. Но я понимаю, что каждый мужчина только об этом и думает. Неправда! Правда. Мадемуазель Брессар, если к вам не прижимаются в метро
это вовсе не означает, что метро в Париже не существует. Однажды мэтр Роше насильно поцеловал меня в своем кабинете. В этот момент вошла мадемуазель Брессар. Ну, вы же все видели. Это было недоразумение. Мэтр Роше мне все объяснил. Ничего, что тогда вопили минут 10 в его кабинете. Когда я вошла туда, вы схватили со стены нож, бегали за мной, пытались мне угрожать. Она мне угрожать пыталась. Продолжайте, продолжайте. Ну ничего, она сказала, что это истерика, что просто у нее нервы не в порядке. И она говорила, что сама хотела зарезаться. Мне мэтр Роше все объяснил. Мэтр Роше меня успокоил. И подарил ей на следующий день конфеты своей прабабки. Все в Париже. Ни над кем так не издевается, как надо мной. Ну-ну, мадемуазель Брессар, издеваются. Еще как. Кто из вас пользуется маленькой дверью в коридоре? Никто, только мэтр Роше. А кто заказывал второй ключ? Между прочим, слесарь мне все сказал. Ну, я. Ну, а что? Какого черта? Вот и я вас спрашиваю, какой стати вам это понадобилось? Мне мэтр Роше сказал. Да это не секрет. Счет на оплату подшит в расходной книге. И как он это вам объяснил? Как объяснил? Ну, глупо иметь один ключ. Один ключ может потеряться. Когда вы заказывали второй ключ? А ваш слесарь вам этого не сказал? Нет. Пойдите спросите у вашего слесаря. Убийца она, это вертихвостка! Так. Что? Мама, подожди. Вы... Вертихвостка! Что? Я прошу прекратить! Господин инспектор. Жертва. Жертва. Что, нашли тело? Угу. Где? Там. Мертвец. Живой. Добрый вечер. Клара, почему тебя не было в опере?